Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами поговорим еще раз по каркасам рыболовных мереж. В некоторых случаях и некоторые, скажем, люди и некоторые отрасли производства рыболовства, да, в Российской Федерации применяют непосредственно, допустим, простую черновую, там, допустим, пруты. Железные, простые черновые пруты для изготовления каркасов. Да, вот прут черновой, железо, вот оно грязное, да, грязное все, простое железо. В некоторых случаях, чтобы непосредственно, да, на канале мы уже видели, как подготавливаются некоторые виды непосредственно обручей, некоторые виды социнкованных, как делать струб, да, и непосредственно вот черновая. В некоторых случаях на черновое это железо одевают просто кембрик. Кембрик одевают и уже, скажем, каркасы потом на чулки насаживают. Но со временем, даже если одеть сюда кембрик на черновую, он все равно со временем начинает, от того, что окисляется железо, он начинает гнить. Он начинает гнить и тем самым сам подгнивает, и потом уже соприкосновение идет непосредственно уже с рыболовной делью. И дель также начинает уже прогнивать и гниет. Скажем, если вы будете использовать то, что мы уже видели на канале, я вам показывал, это непосредственно оцинкованное, да, допустим, проволоку, оцинкованную проволоку, то у вас ваши изделия послужат очень долго, и вашими изделиями даже в принципе будут пользоваться ваши внуки и правнуки. И они будут в целости и сохранности. Но вот с железом оно все равно начнет гнить, начнет разлагать нить, да, независимо какая это будет дель, узловая или безузловая. И со временем это все сгниет. Но если есть, скажем, непосредственно промысел ведут, скажем, не рассчитывая на долгие сроки, да, а именно получение, скажем, добычи продукции рыбной, да, скажем, биоресурсов. Если идет непосредственно добыча, то они себя окупают, скажем так, эти изделия себя окупают, просто делаются новые, непосредственно уже чулки, и также на каркасы те же одеваются. Более удешевляет это вопрос, удешевляет этот процесс. Да? То есть вот что непосредственно по просто железу. Если кто уже и знает, да, давно занимается рыбной ловлей, если даже и кольца поставить на рыболовные сети, непосредственно уже простые железные, то они также начнут со временем портить сеть. Сети полотном портить шнуры начнут, скажем, гнить, подгнивать и быстрее выходить из строя. Тут, значит, если вам необходимо каркасы, непосредственно, к примеру, если необходимо их утяжелить, да, мы сейчас просто, я разберу с вами вопрос, что непосредственно там с железными прутами, да, скажем, какими-то железными прутами, просто черновым железом, или там, к примеру, арматура железная, просто утяжелить каркас, да, скажем, из полипропиленовых труб. Чтобы просто утяжелить каркас из полипропиленовых труб. Сделаем, то есть, рамку, непосредственно рамку, она уже будет для каких-то целей, необходимо ее, допустим, утяжелить, не просто чтобы она заполнялась водой, да, и стала тяжелая, а просто в некоторых моментах на мережах необходимо она более просто тяжелая. И чтобы послужило подольше, чтобы послужило это изделие подольше, да, не просто черновую, допустим, вставить, выгнуть рамку и поставить, закрепить ее, да, нет, а подготовить уже более качественную вещь. Значит, да, как обычно, любимый паяльник, которым непосредственно спаивать и паять, да, мы будем делать сегодня прямоугольную рамку переднюю, более тяжелую просто, более тяжелую.
переднюю рамку утяжелять непосредственно вот этими прутами. Также спаиваем мы. Спайку ведем на непосредственно уголки. На уголки, потому что мы получаем не круг с вами, а получаем четырехугольник. Вот один мы запаяли, да, спокойно впаяли. И спокойно уже сюда для утяжеления в ней уже мы в этой трубе ничего не сверлим. Просто утяжеляем, загоняем туда уже трубу. Да, загоняем трубу. Сверлить уже здесь нет необходимости непосредственно. Скажем, отверстие для наполнения, она будет тяжелая, но и так будет уже погружаться в воде. Это немножко использование, скажем, на течении, где разность идет чулка, такое устройство, разность чулка и подъема там, допустим, крыла. То идет непосредственно уже более другая конструкция. Она кажется вам, если бы я просто не показывал вам этот момент, да, как это делается, вы бы видели, допустим, на видео просто трубу. Просто бы увидели на видео трубу, и если бы вы сделали без утяжеления трубу эту, то ваша конструкция, как говорится, вот такая небольшая хитрость, да, хитрость. На видеоролике бы вы видели трубу, а на самом деле это утяжеленная труба. Утяжеленная полипропиленовая труба. И если на данной конструкции, скажем, мережи поставить просто трубу, она просто не будет вставать, эта мережа, и не будет ловить рыбу. Вот такие небольшие даже хитрости есть применение. И также проставляем уже в первую грань мы встали, также во вторую грань сейчас будем вставлять. И так по всему периметру 4 прута мы будем сюда загонять. Также загоняем сюда прут железный. Он не будет уже там внутри окисляться. Дыр здесь не будет. Дель будет целая, хорошая, без окислений. Также начинаем запаивать уже непосредственно еще одну грань. Также вставляем сюда прут. Уперся немножко прут. Уперся, труп не есть. Не есть, это хорошо. Сейчас попробуем его сместить. Нет, придется нам его... Да, тут побольше пруты. Побольше пруты. Придется мне его подрезать. Придется мне его подрезать.
Ну, подрезать мы с вами не будем. Я вам показал смысл. Смысл, как еще подготавливаются непосредственно каркасы для каких-то видов мереж, применение в разных ситуациях, в разных непосредственно районах, как происходит и как подготавливаются вообще каркасы. В данном случае, то есть проставляется по всем периметрам и уже непосредственно вставляется в чулок. В чулок вставляется и уже там уже идет непосредственно от мережи, что там необходимо по данной конструкции. То ли это будет двухкрылая, то ли это будет однокрылая мережа, то есть это то ли с двумя подкрылками. Здесь не зависит. Дальше можно ставить те же самые, скажем, прямоугольники для какой-то конструкции или круги. Ну, как правило, на мережах, на рыболовных мережах и чулках, как правило, делают первый прямоугольник, чтобы он лучше прилегал к дну, а в дальнейшем уже практически везде применяются уже просто круги. Ставятся просто круги. Все, спасибо за внимание, всем хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч!